Добро пожаловать на канал Техревизор. Как вы поняли из названия, сегодня у нас обзор на вертикальный пылесос Miko V15, который действительно удивит тех, кто уже сталкивался с подобной техникой, и точно заинтересует тех, кто только присматривается. Без лишних слов сразу переходим к распаковке, ну и по ходу расскажу, что интересного приготовил для нас производитель. Комплект поставки реально впечатляет, просто считаем. Главный блок устройства, насадка с мягкими щетинами, турбощетка для мягкой мебели и удаления аллергенов, простая щетка для очистки мебели, напольная насадка с функцией влажной уборки и установленной микрофиброй, роллер для ковровых покрытий, совместимый с основной насадкой, стандартная насадка для узких мест, щелевая насадка со встроенной щеткой, удлинительная трубка, гибкий шланг, сгибающийся удлинительный элемент, зарядное устройство, инструмент для обслуживания пылесоса, крепление для настенной зарядки и хранения аксессуаров с монтажным комплектом, руководство пользователя на русском языке и дополнительная микрофибра для влажной уборки. Итого 16 позиций. Теперь понятно, почему коробка такая массивная. Прежде чем мы пойдем тестировать насадки, давайте пройдемся по дизайну и прочим моментам. Вот так вблизи выглядит основной блок. Чтобы запустить процесс всасывания, достаточно однократно нажать на курок, который находится на ручке, и также одним нажатием уборка прекращается. Снизу крепится аккумулятор, вынуть который можно по нажатию кнопки фиксатора. Он заряжается как на вертикальной станции, так и при прямом подключении провода. Спереди циклонистый фильтр, который поместили в удобный пылесборник. А удобный он, потому что его можно разобрать, из-за чего его довольно легко и чистить, и даже мыть. Но если нужно просто высыпать содержимое, можно открыть крышку снизу и освободить емкость от пыли и мусора. Ну и разумеется, на одном фильтре Miko не остановились, поэтому предусмотрели дополнительный HEPA-барьер от пыли. Сверху на основном блоке самое интересное – это дисплей, где отображается уровень зарядки, текущая мощность, режим работы и различные предупреждения. Если что, все обозначения есть в инструкции. И вот теперь переходим к насадкам. Начнем с основной. Сразу отметим конструкцию, благодаря которой вы можете плавно менять направление уборки, так как сверху есть поворотный механизм, который дополняется колесами разной величины. Внутри мягкий роллер, который установлен уже с завода, если планируете убирать, например, ламинат или плитку. Если нужна качественная чистка ковра, можете вставить комплектную щетку со щетиной. Меняется это все буквально в пару движений. Самое удобное – это подсветка зоны перед щеткой. Благодаря этому вы всегда будете видеть все, что пропустили, например, пыль, шерсть или волосы. Но разумеется, это еще не все. К нему также на магниты крепится резервуар для воды на 300 мл. Заливается она через отверстие сверху, которое скрыто за резиновой заглушкой. Просто крепите на липучку салфетку и запускаете процесс. Так вы буквально вдвое экономите время, потому что можете и пылесосить, и мыть одновременно. Из вспомогательных насадок есть миниатюрная турбощетка, чтобы ухаживать за мебелью. Причем это не просто щетка, а универсальное приспособление, оснащенное ультрафиолетовой лампой, которая автоматически включается при контакте с поверхностью, и набором датчиков, которые распознают поверхность, с которой предстоит работать. Саму щетку можно без проблем вынимать, например, чтобы очистить от волос. Для удаления мелкого мусора и шерсти отлично подойдет мебельная щетка. Она эффективно чистит шторы и обивку. В комплекте есть две насадки, узкая и усовершенствованная со встроенной щетиной. Обе они помогут добраться до труднодоступных мест и избавиться от пыли. Дополнительно щетка с мягкой щетиной бережно очищает деликатные поверхности. Гибкий шланг окажется полезным для уборки автомобиля. Что касается технических характеристик, они уже на вашем экране. Из очевидных плюсов небольшой вес в 2 кг 280 грамм, от чего перемещать пылесос одно удовольствие. Из минусов разве что можно выделить отсутствие парковки, то есть его нельзя зафиксировать в вертикальном положении в любой точке дома, хотя это и практически никогда не встречается у пылесосов из данного ценового сегмента. Ну и теперь переходим к тестам. Как показала практика, справляться с сухим мусором для этого пылесоса вообще не проблема. Мы рассыпали крупу и крошки на кухне, а затем прошлись на стандартном режиме мощности. Никаких даже намеков на то, что не справится, вообще не было. И в просветах между плитками ничего.
На коврике тоже ничего не осталось. Тоже можно сказать и о мойке полов. Вода подается порциями на микрофибру, причем ровно столько, сколько и нужно для разных типов загрязнений. В целом, тут и не нужны какие-то дополнительные комментарии, чтобы заметить результат. Отдельно отметим возможность убираться под мебелью, так как трубка в одно движение располагается под углом. Это очень удобно, учитывая, что вам буквально не придется ложиться на пол, чтобы пропылесосить под кухней, как в нашем случае. После всех процедур остается вытряхнуть мусор из пылесборника и по необходимости вынуть фильтр, если там слишком много, скажем, волос или шерсти. Ну и что мы можем сказать в качестве вывода? Мико V15 хорошее приобретение для поддержания дома в чистоте, причем как пола, так и мебели. У него впечатляющее количество комплектных насадок, которые есть прямо из коробки, а не за дополнительный прайс. Есть подсветка поверхности, чтобы ничего не пропустить. Ну и при этом за счет трубки не нужно кланяться перед кроватями или стульями. Время работы тоже приемлемое. Если даже на турбо режиме аккумулятора хватает почти на 12 минут, а поверьте, вы почти никогда не будете им пользоваться, потому что и автоматического вполне хватает для 90% задач, то это точно показатель хорошего соотношения цены и качества. А на этом сегодня все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы первыми узнавать о новой технике для вашего дома. До встречи в следующих видео.